15 часов беспрерывной автономной работы. Портативный и складной. Есть управление жестами, конструкция с магнитами. Active Track 3.0. Функция быстрого вращения и режим истории. Сверхстабильность, удобная совместимость. К слову, без его собрата на данный момент не обходится ни один мой ролик на канале. И четвертый DJI, конечно же, лучше, чем третий. Сейчас все расскажу и сравню его с предыдущей версией. Tube 929, всем виват, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал без мата. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, конечно же, это 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео разыгрываются ежемесячно 30 числа. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о уже не особо дикой новинке, потому что вышел этот девайс давно, но в то же время это очень полезный стабилизатор DJI Osmo 4. И обновы сделали его нормальным совсем недавно. Полетели. Как всегда, начинаем с распаковки. Коробка пришла сбоку помятая, не слегка, но все это не критично. Главное, чтобы внутри все было в целости и сохранности, хотя на подарок такой уже не возьмешь. Оформление коробки минималистичное, белый фон, на котором есть изображение девайса с лицевой части, по бокам информация и спеки на английском и китайском, а с тыльной части фишки в картинках и QR-коды для удобного и быстрого перехода в Play Market или Apple Store для скачивания приложения. Вроде мелочь, а приятно. Открываем коробку, и тут на крышке удобная мини-инструкция, по которой мы узнаем, как складывать стабилизатор и как устанавливать на него свой смартфон. В комплект входит стабилизатор, магнитный держатель для телефона, мешочек для хранения и переноски. Дальше идет кабель для зарядки USB Type-C, съемная треногая с размерами 138 на 32 мм, магнитный держатель с кольцом, ремешок и руководство, в котором есть русский язык. Макулатуры тут много, но не скажу, что в этот раз она бесполезна. Легкая амбре клея есть, но выветривается очень быстро. Летим дальше и переходим к стабу. Изготовлен стабилизатор полностью из пластика и прорезиненными вставками. Тактильно пластик в этот раз приятнее, чем у DJI Osmo Mobile 3, но разница не такая и сильная, которым я, кстати, непрерывно пользуюсь. Прорезиненная вставка на рукоятке более антискользящая. По форме произошли незначительные изменения, в принципе, даже особо и неприметные, если не всматриваться. Размеры тоже остались прежними. В разложенном состоянии 276 на 119 на 103 мм и в сложенном 163 на 99 и на 46 мм. Вес Osmo Mobile 3 480 граммов, а вот Osmo Mobile 4 уже 500 граммов с треногой. Отличие совсем ни о чем. На корпусе осталось все то же самое. Единственное изменение — это на джойстике появилась удобная прорезиненная вставка в центре, чтобы палец не соскальзывал. На корпусе имеем кнопку M, которая вмещает в себя проверку заряда в выключенном состоянии, включение-выключение, переключение между режимами фото и видеосъемки, переключение между портретной и альбомной ориентацией кадра, вход и выход из режима ожидания. Далее идет джойстик для управления перемещением по оси, наклона и поворота, кнопка спуска затвора, тут все понятно, регулятор зума, световой индикатор, курковый переключатель, с помощью которого можно перейти и выйти из режима блокировки, активировать функцию Active Track, центровать стабилизатор, что очень удобно делать, переключаться между фронтальной и основной камерами и перейти и выйти из спортивного режима. Далее имеется разъем USB Type-C для зарядки устройства, он ничем не защищен, что является довольно большим минусом, так как туда попадает все и вся. А вот за прорезиненной вставкой находится разъем USB для использования стаба как пауэрбанка. Если вы помните, то такая функция уже была в Osmo Mobile 3. В основании есть отверстие с резьбой четверть дюйма для крепления к штативу. Всеми функциями, доступными через физические кнопки, удобно управлять одной рукой, но советую все же снимать с помощью двух. В таком случае получится добиться максимально плавной картинки. Сам стабилизатор является трехосевым, и по сравнению опять же с Osmo Mobile 3 угол отклонения здесь больше, и работает все это дело более плавное, что в обычном режиме, что в спортивном. Изменилось крепление к смартфону на очень удобное такое магнитное. Магнитное крепление можно отдельно прикрепить к телефону и при необходимости просто примагнитить к стабилизатору. Магниты топовые, поэтому ничего не слетает и не отклоняется от положения, в котором вы установили смартфон. У крепления есть ограничения по размеру и весу смартфона, а именно по размерам от 6,9 мм до 10 мм в толщину и от 67 до 84 мм в ширину и весом 230 плюс-минус 60 граммов. С iPhone 11 Pro Max и OnePlus 7T Pro справляется стаб без проблем. Аккумулятор внутри литий-ионный, имеет емкость 2450 мАч. По емкости все аналогично с Osmo Mobile 3. В идеальных условиях он непрерывно работает 14 часов 40 минут. Полный цикл зарядки 2 часа 25 минут. Я пользуюсь им примерно по 1 часу в день, и я уже не помню, сколько раз мне пришлось его перезарядить. Но не в том смысле, что часто, а наоборот. Это как максимум 2-3 раза в месяц. Перезарядить телефон полноценно, конечно, идея не особо хорошая. Лучше запастись хорошим пауэрбэнком, так как быстро посадите стаб, и на телефоне молниеносно не набежит 100%.
Bluetooth версии 5.0 не особо новый, но и не особо старый. При работе иногда отваливается и приходится повторно создавать пару между смартфоном и стабом. Но происходит это только когда стабилизатор находится в режиме ожидания. Для полноценного и удобного использования есть приложение DJI Mimo, доступное как на Android, так и на iOS. И быстро и удобно скачивать его можно по QR-коду на коробке или же в руководстве. Про приложение более подробно я рассказывал в обзоре DJI Osmo Mobile 3. Ссылку оставляю в правом верхнем углу, а сейчас пробегусь по нему кратко. Там, в принципе, не особо что-то изменилось. Во-первых, хочу сказать о проблеме, с которой столкнулся при первоначальном подключении. По какой-то причине не было возможности настроить качество съемки в 4К 60 FPS в сопряжении с iPhone 11 Pro Max, как бы я ни старался. Но в итоге все само собой решилось без обновлений, непонятно как. В самом приложении из главного это, конечно, обновление прошивки, можно автоматически откалибровать стаб, выбрать режим съемки авто или ручная, настроить разрешение и частоту кадров, режим исследования, спортивный режим, настройка скорости джойстиков, плюс к этому всему идут еще пресеты для съемки. Примеры вы сейчас наблюдаете на экране. Также помимо обычных режимов видеосъемки есть эффекты Dino-Zoom и Гиперлапс. В целом ничего нового не завезли, работа приложения прежняя. Перейдем к тестам. Сравнение я провел в 3 режимах съемки, это спортивный, обычный режим следования. Разница присутствует. С DJI Osmo 4 картинка плавнее и без рывков, в отличие от Osmo 3. Спортивный режим, что в первом, что во втором, работает топорно, но так и должно быть. Режим следования работает у обоих девайсов абсолютно одинаково. Примеры вы сейчас видите на экране. Из минусов могу выделить магнитное крепление в работе с некоторыми смартами затрагивает кнопку блокировки, это весьма неудобно. Нестабильное сопряжение по Bluetooth, не всегда стабильное, скажем даже так. Цена в среднем на Алиэкспрессе по ссылке в описании к видео в районе $140, опять же во время сейлов, конечно же. Если есть промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там я выкидываю во время распродаж свои именные промокоды, да и вообще, в принципе, все, что найду годное. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно туда что-нибудь закину интересное. Сейл, кстати, начнется уже 23 числа, так что чуть-чуть осталось. И там вроде бы будут прям очень удобные и приятные промокоды. Резюмирую, если говорить об устройстве и съемке без запары, то лучше купить 4-ю версию, хоть и стоит она немного дороже 3-й. Магнитное крепление просто топ по удобству. Но по сути роли не играет, какой именно выбирать стабилизатор, так как функционал они выполняют один и тот же, да и нет особых отличий внешне. Какая разница между ними, я уже перечислил. Для себя я ставлю на замену Osmo Mobile 3 новенький 4, потому что съемка с него реально плавнее и он удобнее в использовании. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи по ссылке в описании к видео, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Да, вещи специфические с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, что если кто-то увлекается видеосъемкой с телефона, альтернатив этим штуковинам просто нет. К слову, Mi Mix 4 и Huawei P50 Pro в Китае я выкупил, так что на этих стабах и будем их тестировать. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк за труды, девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.